Так, ребятушки, я вас всех приветствую. Напишите, что по качеству звука, не глушит ли. Хотя, я думаю, вряд ли. Так, сегодня мы поглядим, как вам быть в сложившейся ситуации. Ситуацию для себя определяйте сами. И посмотрим подсказки от высших сил. Именно подсказки. Так. Это мы под занавес спустим, судя по всему. Пусть вот так вот будет. Все-таки эти сразу просятся. Так, всем доброго вечера. Все норм, ну и отлично. Погнали. Обида, слезы, разочарование. О чем это нам говорит? Да вам через эти обиды, слушайте, которые у вас там могут всплывать, через слезы и разочарования, просто предупреждение идет, что кто-то вашу интуицию хочет поглотить. Точнее, поглотить ваши тотемы, а вы, чтобы интуиции своей не доверяли. Ну, вот так вот пусть и лежат тогда, коль отпали, потом посмотрим. Мураки, ребятки, на вашем творческом канале, на денежном, финансовом, именно на вашем творчестве вы обнаружили яд и застой, либо обнаруживать будете. Да, здесь оморочки через, давайте скажем так, тут подселенец на том, чтобы оморочки все время рядом с вами были. Возможно, по закольцовке это повторяли. Почему? Потому что длится это уже давненько. И за ними наблюдает провидение высших сил. То есть за ними тупо следят высшие силы. Да, здесь смотрите, работают через тьму, через глобальные изменения, преобразовывают вашу судьбу, чтобы вы попали в лабиринт. Через интриги. Здесь еще был аспект того, что вам нужно найти правильный выход. А здесь соперница. Соперница интриги заплетает, бедолага. Возможно, у кого-то, если болезни, то может делать даже до такой степени, чтобы вы не могли заниматься творчеством. Вы знаете, у нее что-то по болезни тоже цикличная ситуация, но насчет ожидания радости. У нее как будто бы думает вот-вот-вот и как корова слезала. Какая-то встреча не происходит, может на мужике помешана, и поэтому ей нужен, он ждет, сидит. Да, ей надо там принимать важное решение для себя по вашим болезням. За вашими болезнями высший абсолют стоит. Видимо, вообще болезни могли до кого-то не проявиться. Да, у вас здесь наоборот приятные новости и удача идет. И плюс еще общение определенное. Хорошее, с высшими силами в первую очередь, ребят. Здесь именно, видите, психоандел на ваше творчество идет. Как вам быть в сложившейся ситуации? Да, но, видимо, вы это должны сейчас знать для себя.
Чистки делать. Начать что-то новое, новый проект, новый... Мне идет новый ритуал, ребята. Давайте-ка что-то соорудите там. Уйдите уже от этих слез, каких-то разочарований, если на вас это подействовало. Да вам еще магические способности перекрывают. Если не магические способности, это ваша реализация, ваша концентрация воли. Куда мысль, туда и энергия. Понятно? Помните еще об этом. Ну, я смотрю, вы как-то спокойно идете себе дальше. Тихо, мирно. Сейчас. Так. Блять, поток просто звездануться шпарит. Хотелось бы другое мне слово сказать. Значит, смотрите сюда. Здесь мужик. Я думала, это ваши поездки. Ваше направление по жизни куда-то, если не поездки. Здесь мужичок, который, понимаете, он был, смотрите, вы, ваша сила, и он влазит. Опять же таки, на ваши ресурсы. Либо в прямом смысле слова треугольники идут. Он, вы и его маман, его сестра, его тетка, его какая-то шкура. Понимаете? Вы, он и практик, которого он нанимает. Туда же, вот вам треугольники. Ну, как варианты я озвучиваю. Надеюсь, вы уже интуицию свою включите. Вы заморозили эту ситуацию. Видимо, не даете подключиться. Это он отправлялся в поездки, ибо у него порочный круг бедствий в хаосе валит. Думает, это кратковременно обращался к бабе ради защиты. Но, смотрите, как интересно, у него мороки по поводу того, к кому он обратился, к женщине какой-то. Неважно, это практик, это его родственница, кому бы он там ни ездил. У него прям обида идет и разочаровашки относительно своего рода. Защиту рода не получает, поддержку родственников не получает. У него предательство близких идет. Что вам делать в этой ситуации? Чисто здрасте, надо знать, видимо, это. Тогда мне еще интересен следующий аспект. Вот здесь. Можно сказать, что вы закрыли работу мага. Это первое. Второе. Здесь попытка переклада этим мужиком на вас. У него закрыты поездки. Если вы куда-то отправлялись, если вы что-то изменили кардинально, даже если, я повторюсь, это не поездка физическая, вы кардинально поменяли вектор своих энергий, то там кому-то отхлестнуло нехило. Здесь, понимаете, и идете вы, и потом резко об этом мужике. На кой вам хрен это надо? Его предали близкие. Ну, понятно, крысы грызут других крыс. Допустим, если, может, кто-то сомневался, то рано или поздно, если гнилой род, гнилая семейка, они начнут грызться.
Особенно в сложных житейских, жизненных, социальных и мировых ситуациях. Если работу мака сняли, здесь чистка ваша была, то вы как-то вообще спокойно. Здесь, возможно, именно когда вы куда-то ездили, и на вас пытались это скинуть. Либо, знаете, такое ощущение, что поехал этот мужик, и вы одновременно. Вот да, вот так сыграть могла Вселенная. Потому что здесь как-то оно о чем это нам тут? Да вы от привязи ушли, вопреки вашей воле вы начали контролировать свою жизнь, проявили инициативу и теперь ожидаете исполнения желаний. Что по поводу поездки? Лично вас она привела к подъему, вы идете к цели, поднимаетесь по лестнице, за вами наблюдают, вас глазят эгоистичные люди, которым плевать на других. Хотя они уже получили предзнаменование зла за свою магию. Им все стало ясно, и теперь они в скуке, в печали, в грусть, тоске, потому что, видимо, вам стало ясно, вы нашли какой-то способ. Но здесь реально столкновение, понимаете, если снять заслоны пространства, здесь столкновение двух практически одинаковых событий. Грубо выражаясь, едете вы, едет этот человек, маг проводит ритуал, а вы в это время делаете то, что вы делали. Может, вы тоже к практику обратились. Совпадение, понимаете? И сейчас будет сверхновая. Знаете, как взрыв энергии, столкновение пошло. Ну и там уже высшие силы давно за этим наблюдают, понимаете? На творческом канале вы поняли, там какая-то соперница. Теперь вырисовывается маг-практик, видимо, либо же это ваша реализация, да? И человек, который обращался, либо же сам магует. Что стало ясно этим недругам? Ну, есть что-то неизвестное, что теперь возле них пасется и их кушает. Для вас что стало ясно? Что на вас иллюзии, призраки, опои, окормы могли быть, от этого счистились. Что вас засовывали в котел, где вы должны были выдерживать испытания, по их мнению. Да, здесь хотели к вам подключиться, вас обезоружить и подключиться. Провоцировали на доступность. Чтобы у вас самомнение, эгоизм заграла, ревность заграла. Чтобы вы потеряли власть над другими людьми и разбитое сердце имели. В чем ваша власть над другими людьми? У вас ключи есть к коварным духам. То есть можете чистки делать другим людям, как-то, допустим, открывать им истины. И причем по справедливости ключи у вас. Ну вот так-то. Вот кто сейчас с разбитым сердцем, программа, значит, сработала. Если кто уже это все прекрасно считывает с пространства, то значит молодцы. Здесь программы были различного плана, чтобы, понимаете, вывести вас из себя, чтобы у вас там, допустим, 15-й непроработанный вылез. Что-то вроде этого. А знаете, что им стало ясно? Что та сущность, которую они направляли, подсел в вашу сторону, эта сущность сделала свой определенный выбор и пошла в древо их рода. Их силу закрывают. Все, в уплату пошли. Страдания, испытания. Они от потока отключены. За что бы ни взялись, ничего не получается. Понимаете? И трансформация валит. Кармическая трансформация, от которой, видимо, бегали, да.
Здесь, знаете, ну, здесь у Чик-Чирика свистит фляга. И я сейчас не об основном, да, Чик-Чирике, а именно о вашем недруге говорю. Здесь помрачение разума. Здесь у человека, у этого мужика свистит кукуха полным ходом на данном этапе. И я не удивлюсь, если он полностью осознает, что у него съезжает разум. Пока еще вот этот период. Видимо, давно была пора. Да, он от этого освободиться хочет. Говорит, я расставил приоритеты на то, чтобы воровать у вас. И суетился, а ничего не вышло. Его теперь еще и змеи окружили. Предательство, обман, ложные договора заключил. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. И теперь еще и свой бизнесочек, налаженную работу, какой бы она ни была. Бизнес, семья, друзья. Там, где была налаженная работа у человека, налаженный механизм, шаг за шагом, знаете, все это закрывается, останавливается. Причем это давно должно было случиться. А почему не случилось? А он сам все развалил через ссору. Он думал, очищается. Надуманные проблемы ему, видимо, на голову кто-то наживал. Здесь, скорее всего, хотел человечек, чтобы вы пошли на какой-то компромисс, раскаялись, в жертву попали, в оковы, в обязательства, в долги, а вы... Да, хотел вами манипулировать. Это вы или высшие силы? Нет, ребятушки, знаете, у вас здесь общение, деньги, сюрпризы. От сюрпризов подкладов уходите, чистки, возможно, проводите. Здесь, знаете, что я вам хочу сказать? Этот человек вами манипулировал в свое время. Я же говорю, тут прям, чтобы вы в поклон пришли. И получается так, что им через ваш фантом сманипулировал хозяин кладбища. Человечек думал, что он идет к звездочкам, к целям жизни, к мирозданию, к высшим силушкам. Понимаете? А попал в плен, где нет возможности выбора. Здесь, знаете как, высшие силы еще до него не добрались. С ним сейчас разбираются те, кого он, извините меня, затрахал своей ритуалистикой. Гнилостной. Да, тайна, скрытые области знаний. Фу. А знаете, что здесь такое? Ой, это там что только вам не делалось, ребят. Давайте не будем перечислять весь спектр. Во-первых, 6-я, 7-я перекрывалась, ну, это как минимум. Здесь очень-очень злостная душа, которая под замком повесила всю жизнь этого человека. Здесь есть даже то, что... Я не хочу здесь говорить, потому что вот такой недоброжелатель мой сидит. Нет, подсказок не хочу давать. Здесь реально свыше курирует это все. Здесь есть очень злое создание, которое якорем висит у человечка и ведет туда его, куда... Короче, ну, туда, куда надо его завести, понимаете? То, что он должен будет проработать, он нагнал себе кармы. Справиться не может, да, здесь нищета, борьба за выживание валит. Жертва, он в погоне за стабильностью, плодородием, за благами земными, понимаете, попал в жертву. А все что, крадники. Видимо, даже попыток, знаете, ну, себя как-то проработать не было. Тут родственники еще предают, понимаете, подсел висит, причем такой знатный. Там
Это я так выразилась, злая душа, да? Но я вам хочу сказать, что там по энергиям прям вам даже туда смотреть не надо это. Идите своим путем, потому что там с ним разберутся нехило. Он, видимо, вам и на помрачение рассудка делал. И почему-то мне, знаете, такая ситуация вспоминается. Здесь, скорее всего, человек на грани самоубийства. Ибо это делалось вам. Когда вы были в таком состоянии в свое время, как будто бы, знаете, все, что оно творило, собрали, и сейчас одно за одним вот так выкидывают на него. Знаете, как карты раздают вот так вот. Вот программа за программой летит на человека. Там уже, ну, кукареку обчки-обчки делает. Так, у меня здесь еще... Что вам, ну ладно, давайте, что вам делать в этой ситуации вообще? Вы, видимо, должны это знать. Может, у вас чистки сейчас проходят, и вы немного недопонимаете, что к чему. Вот. А ну-ка, да, что они тут выпали нам? Да, опять же таки, по вашему творческому каналу лупили через нижние чакры, огнем работали. Вас на злобу провоцировали. Что вам делать? Знаете, здесь ребята судят по себе. Если вы себя реализовываете, тем более насчет ваших амбиций, причем мудрых, духовных амбиций, то здесь людишек выдает зависть изнутри за счет того, что надо вашу удачу забрать. Хреналь у вас есть, а у них не получается это больше воровать. Или хреналь мы сидим, ничего не делаем, да, и нам такого нет. Так, блядь, работай над собой, меняй что-то в своей жизни, олух. Или олушиться, вот это вот опять, понимаете, здесь какой-то бабе не даете вы покоя. Баба по нижним может, и одно, и второе по 3D миру лупит магия. Магия 3D мира, понимаете? 3D пространства. На удачу что-то сделайте. Вот. Что вам делать? Вам тут дадут защиты. Кстати, кто-то, кто о вас заботится, это может быть ваш род, ваши родственники, близкие друзья, знакомые, муж, жена, дети, высшая сила. Попытаются это остановить, но вам интуиция там все подскажет. Ребятушка, здесь, знаете что, здесь вашу всю стабильность могут закидывать, чтобы застой был, да, все, что для вас является гарантом стабильности. Поработайте над бумерангами, и сбудутся ваши надежды. И здесь именно, видимо, нужно бумеранг отправить. Кто-то забыл уже, как это делается, может, давно не делали. Те, кто постоянно отправляет, значит, здесь что-то еще с этим может быть связано. Что вам понять в данной ситуации? Пробивали вашу энергетику, блин. Ой, кому-то вызовы делали, слушайте. Да, здесь подсел был, ребят. Подсел. И оморочки были. На порчу делали. Вашу энергию искажали.
Кому-то даже подклады были. Что вам делать в этой ситуации? Знаете что? Обратитесь к хозяину кладбища. Тем более, вы же видели, по какому-то мужику пашет это создание. Параллельно с этим по нему работает еще один человек. Именно человек. И именно в той сфере, в которой, вот знаете, ударит вашего недруга, но так, что у того от неожиданности, от шока, от страха башка, ну точно с плеч улетит. В прямом смысле слова. Он чего-то боится, и это обязательно случится. Что вам делать? От морока выходить? Повышайте вибрации, прощайтесь с прошлым обрывы делайте, потому что восстанавливает. Себя в жертву не давайте. Подклады аннулируйте, пожалуйста, травами поработайте, с подселами договоритесь, либо как-то решите эти вопросы, либо уничтожьте, или у каждого свой там подход. И вам здесь нужен покой, ребятушки. Здесь вам нужен покой. Трансформации. Трансформации, ребята, при которых сейчас реально возвращается магия, которая делана была на вас, против вас, через программирование, через бесов тоже. Да, здесь они выпали, но тут не только они задействованы. Тут очень много чего делано. Я же говорю, как собирают и эту многочисленную магию в обрат. А те еще пытаются, видимо, барахтаться. Ну, может, как-то этот вам расклад помог разобраться в вашей ситуации, в ваших... Ну, может, не понимали, что происходит, да, в пространстве, допустим. Ну, трансформация это хорошо, но, бля, хотелось бы деталей, да. Вот. Вот что происходит. А еще мне почему-то интересно посмотреть, знаете, так лайтово за эту соперницу сказали на вашем творческом канале. Знаете, наверное, отфутболила ее. Это кайфажорство ей перекрыто. Грязь, видимо, как лила, так и будет лить. Чем больше она вас льет, тем больше в тоске, в душевных муках, в депрессии находится. Приходится защищать свое богатство, которое осталось. А знаете что? По вашей этой сопернице, у нее теперь есть соперник, достойный. Она в свое время за счет вас решала свои проблемы. Теперь кто-то поглощает ее. О, да. О, да. Ее будут очищать высшие силы, причем, знаете, через режим активного прополаскивания. Я бы вот так сказала. Здесь прям полоскать будут, очень сильно полоскать. Здесь до тех пор, пока эта ваша соперница не смекнет, что она выстроила семью, дом, с такой же гнилью, какой она была по отношению к вам. Здесь человек с ней ведет игру, и он достигнет своей цели. Он, видимо, ее в такое... О, да. Он ее опустит в очень глубокое днище. И, кстати, пока она не научится бороться, видимо, пока мозгов не наберется. Знаете, здесь перекрытие родового потенциала через семью, смотрите. Лапшу на уши вешает, что у нас семья, наверное, будет, да? Что на бремя, на нее еще ложится бремя, затем через этого человека на нее ложится бремя шабашей коллективных по ее грязным сплетням против вас. Вам принять важное решение надо насчет своего рода, насчет своей мощи. И знаете что? Здесь ищите себе подобных единомышленников, друзей. Важное открытие будет у вас.
Слушайте, она за вами будет следить за счет ваших подсказок еще выезжать. Девочки, у кого свои каналы? Я знаю, тут такие есть. Что я вам хочу сказать? Здесь барыня-крестьянка будет за вами следить в надежде, что ее сила возродится. Знаете, как скопировать ваши ходы по жизни. То есть она воочию не расскажет вам, что не подойдет и не скажет: блях, help me, да, там, допустим, я в заднице, помоги мне. Я знаю, что у тебя есть ключи к данной ситуации. Не-не-не-не-не-не, там же дыня впереди нее лопатит, понимаете? Она же сильнейшая из сильнейших. Вот. Поэтому она будет просто следить и искать для себя подсказки. И чем больше она будет лезть в это, тем больше она падает в диетическую. Для вас фактор. Ну, с этой разницей она будет заниматься другими делами. Она хотела какую-то жизнь, видимо, Божий это и послал. Вот, видимо, чему завидовала, видите? Вот она на вашем сидит. Она следит за тем, что себя ищет подсказки. Силу возродить хочет, сила рода. И под масками сидели, да. В страхах, сомнениях. Когда ж придет пора пожинать плоды и результаты вашей работы? Чтобы, видимо, рост во всех сферах к ней отправился. А оборотня какого-то к вам подослала. Вы здесь от страхов еще от каких-то избавиться должны, либо уже избавляетесь. Знаете, через что? Пошла она в жопу, еще глубже, чем она есть. Радуйтесь жизни и делайте выбор по сердцу. Хочется вам ляснуть ей? Лясните. Вы просто знаете, что эта мразота сидит и бдит за вами. Еще и нос сует, чтобы за счет ваших теперь подсказок силу уже не получается своровать, понимаете? В рот не получается влезть, крадники поставить. Либо она еще надеется, что это работает у нее, там ее магия, и продолжает делать. И вот теперь остается только, понимаете, сидеть, давиться слюнями и бухать. Бухать. Ящик Пандоры. Ей новости летят о том, что она открыла, ящик Пандоры, непоправимость событий. Ею, она знает, что эти новости в пути, понимаете? Она это все предчувствует, она в курсе, скорее всего. Если не в курсе, значит, вот теперь в курсе. Вот. Здесь, видимо, вам надо просто побольше радоваться жизни, она у вас радость крала, понимаете? У нее не получается такое творчество, как у вас, понимаете? Если вы, допустим, я не знаю, там, оригами сделаете, допустим, из бумаги, да, вы там постараетесь, вложитесь, у вас классно получится. А она все как-то коряво делает, понимаете? Вот на быструю руку человек это делает, на тяп-ляп, на отъебись, побыстрее сделать, типа, это творчество, и главное продать. Бабки впереди нее бегут, эгоизм впереди бабла бежит, понимаете? Вот такая вот мадам, и видите, они коротко. По факту просто имейте в виду, что на творческом канале есть еще попытки, не оставляет, понимаете, а деваться некуда, видимо. Ладненько, ребят, долго не прощаюсь, сейчас маленький перерыв и посмотрим более интересную новость о том, что же происходит с нашими недоброжелателями и с кем именно. Осознанным добра и любви этого мира, за остальных даже уже не хочу говорить. Кому интересно, присоединяйтесь к новой трансляции, всем остальным пока-пока.